Всем привет, меня зовут Николай. Ютубом я уже занимаюсь более 5 лет. Конкретно американским ютубом я уже занимаюсь где-то 3 года. Сегодня я нашел интересную нишу и вместе с вами хочу понять, возможно ли ее повторить. Ну вот, смотрите, вот такая вот у нас ниша про разные древности, то есть про древних людей. Сейчас я заметил, она немножко хайпует на разных языках. Тут конкретно на английском языке. Например, что делали древние люди в течение ночи. Там раз у него прострелило вот на пол мульта, раз самотоповый 3 недели назад, что хищники, почему типа хищники игнорировали спящих людей и так далее. То есть буквально вот каналу, если нажать на самые первые видосы, каналу 1 месяц, и уже у него прострелы прямо такие хорошие. И то есть суммарно он заработал только этот канал где-то вот $9000. То есть по VidIQ это плюс-минус правильно показывает, там небольшое расхождение, но вот у него уже почти вот 3 миллиона, почти 800 тысяч просмотров и $9000 залутал этот человек, 30 тысяч этих подписчиков. Просто жестко. Видео получается вот такого формата на картиночках, то есть сейчас посмотрим. Ну да, то есть они меняются буквально каждые 3-4-2 секунды в таком вот нарисованном, как будто бы от руки стиле. Ну и здесь, да, просто на английском языке, да. Но здесь еще, я смотрю, есть соавторство. То есть на 2 мульта могло не просто так стрельнуть, то есть у этого человека сетка из 3 каналов. И у него все 3 канала прямо с хорошими просмотрами. Да, тут вся одна и та же ниша, везде древности, да. То есть в таком стиле можно делать, конечно, не только про древности, можно адаптировать под другие подниши в таком же стиле рисованном. И сейчас я уже понял для себя, как этот человек делает эту нишу. И сейчас попробуем воспроизвести и повторить за ним, получится ли у нас. И чтобы и для вас будет полезно, для новичков всех, и для себя мне интересно понять. Итак, дальше нам понадобится Cloud. Если вы еще не зарегистрированы, вам надо будет зарегистрироваться. Соответственно, открываете сайт Cloud, и нужно будет пройти процесс регистрации. То есть нужен будет Google аккаунт. И после того надо будет подтвердить номером телефона Google аккаунт. Точнее, Cloud сам подтвердить. Если вы из России, то вы своим русским телефоном не подтвердите. Нужен будет либо SMS Activate какой-нибудь с виртуальными номерами, либо если какого-нибудь зарубежного друга попросить. Если вы не в России, где-нибудь там в Казахстане, Грузии и так далее, то проблем с этим не возникнет. То есть у меня уже есть активная Cloud с подпиской. Вот здесь вот нажимаем Get Apps. И сначала надо будет скачать десктопную версию себе на компьютер. В моем случае это у меня MacBook, не Windows, поэтому у меня вот тут надо будет, у меня Download for macOS. У меня уже это установлено, у вас здесь будет еще и Windows, если у вас Windows. Также вот можно на телефон установить, на Android, либо на iPhone. Вот он у меня уже есть. Установленный Cloud Code. Чтобы появился Cloud Code, точнее он будет, но чтобы он работал, нужна будет активная подписка как минимум Pro. Она там стоит что-то в районе 1500, это если оплачивать со своей карты. Также понадобится вот этот сайт. Здесь с пачкой нейронок. Через этот сайт мы сможем через Cloud Code связать этот сайт между собой. Дальше смотрите, после того, как установили Cloud Code вот этот, так же, как и сказал, нужна будет активная подписка. Приложение Cloud установили, открыли этот сайт. И вот сюда вот нажимаем, вот этот MSP. И вот это вот, у меня подписки активно на этом сайте нет. Тут тоже нужна будет минимальная подписка. Она там что-то в районе 19 евро, что ли, стоит. Что-то такое. Минимальная должна быть подписка. После этого сюда нажимаете, и вот такой вот скрин будет появится. У меня просто он не появится, если я нажму, потому что у меня активной подписки на этом сайте нет. После копируйте вот эту первую команду, которая здесь вот она, install the CLA. Копируйте и в терминале. Здесь, если у вас MacBook, то есть через поиск терминала нажмете и запустите, и вставите буквально эту команду. Нажмете Enter. Дальше вторую команду нажмете Enter. После этой команды вас перекинет сюда на сайт. И уже копируйте еще третью команду и также вставляйте в терминал, и все.
То есть Cloud и этот сайт свяжутся вместе. Это сделано для того, чтобы Cloud-код мог управлять этим сайтом, то есть удаленно мог генерировать здесь какие-то картинки, видео по вашим запросам. Также заходите на мой телеграм-канал, ссылка в описании здесь под роликом, либо в профиле канала. Там я делюсь различными и нишами, различными полезными гайдами по YouTube и так далее. И вообще в целом своими мыслями, и там больше информации обо мне, кто я такой и вообще о моих результатах. Смотрите, теперь дальше нам нужно будет скопировать сценарий конкурента и закинуть его в Claude. Это делается для того, чтобы вообще Claude понял, что это за ниша. Для этого нам нужно, ну и вообще проанализировать нишу, написать похоже, выбрать какие-нибудь все эти хуки, интересные моменты, то есть сценария Claude все это проанализирует и выдаст по специальному промпту, который у меня есть, он это все выдаст. Для начала понадобится VidIQ. У меня оно уже установлено, вот оно полностью бесплатное, то есть как бы заходите, да, устанавливаете расширение для Chrome и так далее, но предварительно в нем, естественно, зарегистрироваться надо будет, чтобы оно работало. После этого оно у меня уже установлено, вот мы нажимаем вот сюда вот оно, Show Script, ну то есть это сам сценарий. Здесь на стрелочку нажимаем, и вот тут именно copy transcript with the timestamps, ну то есть он по времени. Это очень важно, и это нужно для чего? Потому что здесь у конкурента, опять же, если включить, у него прям буквально по таймингу переходят картинки. Соответственно, нам надо будет то же самое. Поэтому нам вот это вот надо будет скопировать именно с этими. То есть для начала вообще нужен промпт. Вот он у меня, промпт шаблон есть. Соответственно, вот это вот мы полностью все копируем. Здесь копируем, сразу в Cloud код вставляем здесь как заготовку. И копируем теперь именно с этими, да, разбивкой. И, соответственно, это в Cloud код. Можно не один сценарий сюда вставляешь, чтобы он полностью проанализировал эту нишу и полностью выдал, ну, уже нормальный свой оригинальный сценарий. Это тут под английский язык сделано, соответственно, тут можно некоторые слова заменить, сделать, допустим, там под немецкий, под французский, под русский, допустим. Тут все полностью прописано, что это стикмен анимации и так далее. Ну, то есть это вот такие же рисованные как бы человечки. Будет стиль прописан сразу такой. Соответственно, что мы сценарий, ну, допустим, да, я пока один ставлю, можно 2, 3, это я вот взял специально топовое видео, которое у него залетело на 2 миллиона. Это говорит о том, что там и хороший сценарий, и людей это цепляет. Соответственно, сейчас где-то тут также будет все вот в таком формате разбито, то есть он будет писать сценарий, у него будет написан прям текст и короткий промпт под саму картинку. Вот, и тут самый еще интересный момент, что антинейронность, то есть это шаг третий, тут позволяет, чтобы Cloud проанализировал и выдал сценарий такой, чтобы он казался живым. Соответственно, чтобы убрать полностью нейронность, это было более безопасно для последующей потом монетизации, подключения и успешной монетизации видео. Вот, поэтому... Еще здесь надо какой-нибудь, сейчас я заранее выберу, ну, допустим, я не знаю, из чего он не делал. Ну, допустим, даже если у него взять этот вот популярное название, чтобы он переделал. Сейчас пока прогрузит. Вот этот вот, допустим, мы берем название ролика. Окей. Сюда переносим. Ну да, то есть вот он будет в оконцовке готовый сценарий, ну, в данном случае на английском языке с покадровыми тайм-кодами, чтобы в итоге было это четко, как у конкурента. То есть буквально вот этим одним промптом он сразу выдаст и сценарий, и сразу как бы под них промпты под картинки, и длина ролика будет сразу полностью буквально по одному шаблону. И вот название ролика я вот здесь вот, допустим, вот это вставлю. Вот. И все, можем запускать.
Итак, вот, написала нейронка нам полностью по запросу весь сценарий, хук, структура, развязка, стиль, все полностью, скорость, приемы влечения и так далее, и так далее. То есть вот такой вот сразу большой получится сценарий. Тут получилось где-то 96 сцен, то есть это картинок, и почти на 6 минут. Ну, это маловато, ну, это такой пробный сценарий, потом можно подкорректировать. И вот что самое интересное, вот он полностью по таймингу. То есть вот этот вот сам, это уже идет сценарий, полностью вот он на английском. А вот это именно промпт для самой картинки. Полностью вот. То есть и я еще советую взять этот сценарий и перевести его на русский язык, потому что, ну, бывает, нейронка немножко косячит, и когда вы переведете на русский, бывает, заметите косяки, и как бы добавите человечности, подправите все это, и потом обратно переведете на английский, и уже продолжаем дальше работать, потому что, ну, чтобы не делать полную фигню, мы же не делаем автоматизированную систему, которая, фермы какие-то автоматизированные, которые обязательно потом по недостоверке слетят по использованию какого-нибудь чужого и так далее, и так далее. Нам это не надо, естественно. Нам надо сделать так, чтобы максимально долгосрочно ниша работала, приносила нам деньги, а не так, что мы запустили и через месяц нам демонетнули, либо вообще не успели вывести деньги. Поэтому лучше эти все моменты добавить. После того, как сценарий уже готов, у меня есть второй промпт. Вот он такой большой промпт для генерации картинок под этот сценарий. Ну, здесь полностью описан стиль, и вот даже есть в сценарии, есть тайм-коды. То есть он будет четко по тайм-кодам генерировать картинки. То есть прям четко, что вы будете понимать, в какой тайм-код вставлять картинку. Фон тут описан, то есть вот этот промпт можно адаптировать вообще под любую нишу, допустим, ChatGPT или тот же Claude попросить, чтобы он адаптировал под какую-то определенную нишу. И через Cloud Code и этот сайт генерирует картинки. Но этот промпт, он, если у вас подписка на этом сайте есть, я, опять же, повторюсь, я ее не покупал, потому что можно и без нее в целом даже делать, но вручную, более не автоматизированно, это будет более дольше. Но через этот сайт, конечно, будет удобнее, через Cloud Code. Вот для этого и понадобится этот промпт. После сюда, вот где вставьте сюда сценарий, копируете получившийся сценарий, вставляете туда, и он начнет генерировать здесь. Вот этих вот изображениях он начнет генерировать, в данном случае там выбран ChatGPT 2, он в нем и будет генерировать. То есть здесь уже появится готовое изображение. Я попробовал в другой своей нейронке сгенерировать. Уже первые там 3 картинки попробовал, сгенерировал и сгенерировал звук. То есть получается вот. И теперь... Соответственно, вот прям по тайм-кодам я попробовал вручную, даже без этого сайта попробовать. Прям буквально по тайм-кодам можно. То есть я брал вот этот промпт, картинки копировал и вставлял свою там отдельную нано-банана нейронку и генерировал. Соответственно, и сделал вот озвучку. И вот у нас первая картинка, допустим, она должна длиться 0,0 до 2 секунд. Соответственно, сокращаем ее до 2 секунд. Ровно примерно, чтобы 2 получилось. Ну, где-то вот так вот получается. Потом вторая картинка у нас должна... вторая с 2 секунд до 6. Это будет. Она с 2 до 6. То есть 8 секунд, да, грубо говоря. Ее, наоборот, чуть-чуть надо расширить. Ну вот, 8 секунд. И последняя вот эта картинка, она у нас получается с 6 секунд до 11. Точнее, нет, тут получается всего до 6 секунд. Это я тут неправильно сделал. Тут не 8 секунд, а до 2 секунд, а там до 6 секунд. То есть это вот так вот будет 6 секунд, а вот это будет уже до 11 секунд. Вот, все, четко получается. И примерно, если так взять, включить здесь, вот так получится. Ну, то есть, как видите, вот так вот даже уже понятно, что оно идет в тему ролика, в тему
тематика, которую мы сегодня разбирали. Поэтому это даже и можно и ручками делать, но опять же, повторюсь, если Cloud Code и этот сайт, это будет быстрее, чем ручками, но нужно дополнительно помимо Cloud Code, то есть там про подписку надо будет купить, так как в бесплатных запросах там очень мало вы можете запросить, и Cloud Code, он не работает на бесплатной подписке, он только работает на Pro. Соответственно, про подписка она мне и так нужна для ежедневных задач, а вот этот сайт я пока не стал брать, попробовал вручную, опять же, повторюсь. Ну, то есть так можно работать. И вот таким вот образом, два промпта, соответственно, кому нужны будут промпты, переходите в мой Telegram, ссылка либо в описании ролика, либо в профиле. Там я выдам эти два промпта, там они будут. Ну и вот, собственно, повторили мы эту нишу. Я думал, что может не получится, но, как видите, в принципе, через Cloud легко все делается, анализируется сценарий конкурента и так далее, стиль, и создается промпт, и все. А за более детальной информацией, как я сказал, за более информацией подписывайтесь на мой телеграм-канал, там выкладываю и гайды, и опять же информация обо мне, и так далее, и так далее. То есть переходите, ссылка в описании.